Вы заходите в самолет, находите свое кресло, размещаете ручную кладь на багажной полке, пристегиваете свой привязной ремень и предвкушаете скорый взлет. Тем временем самолет запускает свои двигатели, выруливает на взлетную полосу, разбегается и поднимает вас на высоту 12 километров. Туда, где почти нет воздуха, а температура как на Южном полюсе. Но в салоне самолета вам спокойно дышится, вам тепло и комфортно. И никто даже не замечает, как именно обеспечивается этот комфорт. Сегодня мы с вами поговорим о том, как устроена одна из самых незаметных, но жизненно важных систем на борту – система кондиционирования воздуха. Полет пассажирского лайнера происходит примерно на высоте 10-12 километров. Это верхний край тропосферы. Здесь мало облаков и воздух гораздо стабильнее, чем у Земли. Но есть одно но. Атмосфера на этой высоте совсем другая. Атмосферное давление на уровне моря составляет примерно 760 мм ртутного столба или 1013 гектопаскалей. Уже на высоте 5 км оно снижается в 2 раза, а к 11 км до четверти от начального значения, до 200-250 мм ртутного столба. Этого недостаточно, чтобы поддерживать нормальное насыщение крови кислородом, легкие просто не справятся. Температура точно так же падает по мере роста высоты, в среднем на 6,5 градусов на каждый километр. На крейсерском эшелоне полета она составит минус 50-минус 60 градусов Цельсия. Без предварительного подогрева вдыхание такого воздуха может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Именно поэтому самолет не может просто взять и пустить наружный воздух в салон, его нужно предварительно подготовить. Именно этим и занимается система кондиционирования воздуха. Она обеспечивает пассажирам и экипажу возможность дышать, регулирует температуру и давление и делает пребывание в салоне комфортным и безопасным. Давайте все вместе пошагово разберем этот процесс. Как мы уже сказали, на высоте 11 тысяч метров холодно и нечем дышать. Так где же нам взять нужное количество воздуха, да еще и под давлением? Самый очевидный вариант – в двигателе. Если конкретнее, то в его компрессоре, до того момента, как он попадет в камеру сгорания и смешается с топливом. Газотурбинный двигатель засасывает огромное количество воздуха и сжимает его в своем компрессоре до нескольких атмосфер, при этом нагревая до примерно 300 градусов. Часть этого воздуха мы и сможем забрать на нужды системы кондиционирования. Итак, источник воздуха у нас есть, но проблема в том, что он слишком горячий. Подавать его в салон напрямую будет несколько необдуманным решением, поэтому его нужно предварительно подготовить. Для начала 300 градусов – это слишком горячо не только для дыхания, но и для транспортировки этого воздуха от двигателей в салон. Поэтому для начала его нужно охладить. Давайте для этого поставим предварительный теплообменник, который будет охлаждать воздух, отобранный от компрессора двигателя, до приемлемых температур. А воздух для охлаждения мы возьмем все там же, в двигателе, только уже не в компрессоре, а за вентилятором. Таким образом, мы сможем охладить отобранный воздух с 300 градусов до 180-230. Кроме всего прочего, на больших высотах в атмосфере значительно повышено содержание озона. Дышать озоном опасно из-за его высокой окислительной способности и токсичности. Поэтому в нашу систему не мешало бы поставить озоновый конвертер. Он работает аналогично катализатору в современных автомобилях и превращает до 95% озона в кислород. Но после выхода из озонового конвертера наш воздух все еще слишком горячий. Для охлаждения воздуха на самолетах используют так называемые турбохолодильники. Если бы мы просто хотели немного охладить воздух, нам бы хватило радиатора. Но на эшелоне, где воздух разрежен, пассивное охлаждение работает значительно хуже. Именно поэтому в авиации используют турбохолодильные установки – компактные, эффективные и надежные. Они позволяют точно управлять температурой воздуха в любых условиях и делают это за счет самого воздуха, без применения дополнительно охлаждающих веществ. Основным агрегатом установки является турбокомпрессор. Он состоит из компрессора, турбины и вентилятора, которые находятся на одном валу. Воздух, отобранный от двигателей, поступает в компрессорную ступень. Здесь он сжимается до 2-3 атмосфер и за счет сжатия нагревается со 160-180 градусов до 200-230. После этого, пройдя через систему теплообменников и влагоотделитель, поступает на вход турбинной ступени. Здесь воздух расширяется и охлаждается, а внутренняя энергия горячего воздуха превращается в энергию вращения турбины турбохолодильника. Если на входе в турбину воздух имел температуру 50-70 градусов, то на выходе из нее уже чуть выше нуля. Теперь становится понятно, для чего нужен влагоотделитель.
Так как температура воздуха в системе падает до нуля и даже ниже, это позволяет значительно сократить вероятность отложения льда на агрегатах самой системы. Вентилятор же в турбохолодильнике нужен для того, чтобы продувать теплообменники забортным воздухом, когда система работает на Земле. Прежде чем воздух попадет в кабину, он проходит через смеситель. Это камера, в которой происходит смешивание воздуха, отобранного от двигателей, с рециркуляционным воздухом. Тут мы с вами должны отметить, что в современных самолетах не весь воздух поступает в салон от двигателей. Часть воздуха забирается из салона, очищается от пыли и бактерий HEPA-фильтрами и с помощью электрических вентиляторов нагнетается в смеситель, где перемешивается со свежим воздухом от двигателей и подается обратно в салон. Появляется вопрос, а зачем все это нужно? Зачем возвращать воздух в салон, если у нас и так есть источник свежего и очищенного воздуха? Дело все в том, что воздух в самолете – ресурс не бесплатный. И каждый килограмм воздуха, который мы отбираем от компрессора, снижает тягу двигателя и повышает расход топлива. И поэтому в целях повышения экономичности используются системы рециркуляции воздуха. Так, воздух у нас очищен, охлажден и подготовлен к подаче в салон. Но мы помним, что на выходе из турбохолодильника его температура достигала 0 градусов. Да, после смешивания с рециркуляционным воздухом его температура вырастет, но он все равно будет довольно прохладным. Поэтому уже после смесителя мы дополнительно подмешаем в магистраль горячий воздух, который возьмем перед турбохолодильником. А регулируя объем подачи горячего воздуха, мы сможем регулировать температуру в салоне. Ну вот мы и получили почти готовую систему. Но есть еще один вопрос. А как быть, когда двигатели не работают? Тут мы можем пойти несколькими путями. Если самолет находится на земле, мы сможем использовать наземный кондиционер. Он подключается через специальный штуцер и подает холодный воздух напрямую в смеситель. Кроме того, на всех магистральных лайнерах есть ВСУ – вспомогательная силовая установка. По своей сути, это маленький газотурбинный двигатель. И его предназначение – обеспечивать самолет электроэнергией и сжатым воздухом при неработающих двигателях как на земле, так и в полете. ВСУ выдает точно такой же горячий воздух, что и маршевые двигатели, а поэтому и процесс подготовки этого воздуха перед подачей в салон ничем не отличается. Если же у нас вдруг сложилась такая ситуация в полете, что, к примеру, отказали оба турбохолодильника, то существует возможность подавать в салон воздух напрямую из атмосферы. Для этого предназначен специальный клапан, который открывает подачу забортного воздуха напрямую в смеситель. Но это аварийный режим, и он используется только в исключительных случаях и на высоте ниже 3000 метров. Ну вот, у нас и получилась почти полностью функциональная система, которая обеспечит пассажиров и экипаж свежим воздухом на земле и в полете. Почему почти полностью? Самые внимательные могли заметить, что наша система только нагнетает воздух в салон. А чтобы поддерживать нормальное давление внутри самолета, этот самый воздух нужно еще и выпускать. На эшелонах полета давление в 3-4 раза меньше, чем у Земли. Если бы внутри салона было такое же давление, то человек потерял бы сознание через минуту. Как нам обеспечить регулирование давления? Источник давления у нас уже есть, но его не очень удобно регулировать. Намного проще управлять выпуском воздуха из гермокабины. Для этого служит выпускной клапан. Его функция – регулирование объема воздуха, который выходит из салона самолета в атмосферу. Если мы прикроем клапан, поток выходящего воздуха уменьшится, а давление в гермокабине вырастет. И наоборот, если мы откроем клапан, мы увеличим поток выходящего воздуха и снизим давление в гермокабине. Как и почти все в самолете, система регулирования давления резервируется. Для этого имеются один или два предохранительных клапана. Они чисто механические и срабатывают, когда перепад давления между салоном и атмосферой превышает допустимые пределы, просто перепуская воздух наружу. Перепад давления – это разница между давлением внутри самолета и снаружи. Он может быть положительным, когда давление внутри самолета больше, чем снаружи, и отрицательным, когда давление внутри меньше. Любопытный факт. Отрицательный перепад давления значительно опаснее для фюзеляжа самолета, чем положительный. Почему? Можно увидеть на этих видео. Поэтому максимально допустимый положительный перепад давления составляет около 68 сотых атмосферы, а отрицательный всего около 5 сотых атмосферы. Итак, мы с вами шаг за шагом собрали всю систему кондиционирования воздуха в современном самолете. Конечно, мы опустили некоторые моменты, например, как все это регулируется и управляется, но это тема для отдельного большого разговора.
Система кондиционирования – это не просто комфорт, это жизнеобеспечение. И она работает в условиях, где человек сам по себе существовать не может. И она работает тихо, эффективно и надежно. Теперь, когда вы услышите легкое шипение воздуха над креслом и почувствуете, как после взлета освежается атмосфера в салоне, вы будете точно знать, как и почему это происходит. Спасибо за внимание. Вопросы, замечания и предложения в комментарии. Подписывайтесь на канал и скоро увидимся.